Приветик, ребята, меня зовут Никоя, и сегодня я расскажу вам, как проходила бьюти-подготовка к нашей свадьбе, поэтому оставайтесь на моем канале, не переключаться. Попробуем вместе с вами подготовиться к самому главному свиданию в жизни. Не знаю, как у вас, но у меня самым увлекательным в свидании всегда были сборы и подготовка. В выборе нижних комплектов я обратилась к столпу в мире дизайна свадебных нарядов для утра невесты. Это Rara Avis. Или точнее, Rara Avis. Мне так понравилось, что я купила сразу два. Действительно, очень сложно найти трендовое многообразие подобных изделий у одного бренда. И все мы знаем, что сейчас цветочные мотивы находятся на пике своей актуальности. И последние каталоги бренда, что я видела, тому безоговорочное подтверждение. Кстати, водонепроницаемый чехол я также приобрела у Rara Avis. Да, знаете, зачем он мне был нужен? Потому что я боялась, что при транспортировке платья случится как минимум вселенский потоп на бале. Потому что все в один голос говорили, что в подготовке к свадьбе всегда идет что-то не так. И, в общем-то, они правы. Потому что самым легким бьюти-квестом было найти красивое белье. А вот с халатиком дела обстояли куда сложнее. Мне ничего не нравилось. Или изделие оказалось слишком вызывающим, а на тот момент я еще не определилась, хочу ли я проводить будуарную съемку утра невесты в день свадьбы. Или материал казался слишком дешевым. Или вообще в целом изделие выглядело не очень по-свадебному, на мой взгляд, не таким уникальным, как мне хотелось бы. И поэтому мои долгие поиски остановились на прекрасном бутике, который находится за границей. И, к сожалению, сейчас я не могу назвать название магазина, потому как я потеряла его. Может быть, они изменили название, или, может быть, приехали, может быть, закрылись. В общем, я влюбилась в их изделий, но эта любовь доставила немало сложностей. Если вопрос оплаты еще казался на тот момент какой-никакой не проблемой, то доставка в 2020 году из европейской части казалась аналогичной доставке откуда-то с оборотной стороны Луны. А это как раз оттуда. Ну а как еще назвать человека, который решился на подобное в самом ужасном начале всех строжайших невозможностей для нашей страны? Непосильную помощь оставила мне в этом деле моя подруга Кейт. Уровню развлечений моего халатика можно только позавидовать. Добрые друзья из Грузии со всем положенным для их страны гостеприимством приняли мою посылку на своей территории, а далее доставили прямиком до моего порога. А прекрасная подруга подруги, которая находится в Соединенных Штатах, единственная, у которой получилось провести оплату по покупке моего халатика. Подруга подруги – моя подруга. Поэтому, благодарственно размахивая флагами 4 государств, я таки стала счастливой обладательницей халата. У него объемный рукав, декорированный страусиными перьями, а также шлейф. Я считаю, что он очень классно смотрится вместе с цветочным декором бюстье. Подвязок у меня было даже 3, одна из которых шла вместе с халатиком, а 2 другие это мне отправила австралийка, которая делает потрясающей красоты украшения на заказ ручной работы. Такое свадебное украшение я использовала для своей первой свадьбы.
Мое первое воспоминание о первом представлении о том, какое будет мое свадебное платье, я очень хорошо помню. Я рассказывала, что это будут открытые плечи и большой цветок. А потом мне хотелось платье принцессы, и я представляла, как я буду примерять это платье. В примерочном мне будут приносить шампанское, как в фильмах Голливуда. Но нет. Салоны, почему вы так не делаете? Мы этого так ждем с детства. Ну, правда. Ну, очень классно же. Ну, классно. В итоге цветов на платье заметно прибавилось. Вместе с осознанием того, что платье должно подходить к уникальности ситуации, а значит быть единственным в своем экземпляре. Поэтому мной было принято решение шить его на заказ с использованием итальянских брендовых тканей. Но что конкретно шить? Я всегда хотела шлейф, однако тропическая страна, как-то мало побуждает к ношению любых наслоений в одежде, не правда ли? И торт был точно не мой вариант. Нужно было что-то легкое, воздушное, но сложнее, чем простое коктейльное или даже сложное вечернее платье. Вдохновением стала моя подруга Ксю. Ксю обладает просто уникальным даром предвидения идеальных образов для своих подруг. Я не знаю, как она это делает. Она учла все мои бессвязные пожелания. Цветы расшиты вверх, бедра обтянуть, шлейф вытянуть, и так, чтобы как у принцессы, но при этом не упасть в обморок, и представила образ платья Берты. Smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. И да, мое платье создано по мотивам цветочных коллекций Кутюрье. Перед самой церемонией я подумала отрезать рукава. Мнение подружек разделилось на два фронта, и в конечном итоге я оставила их. Возможно, для большей легкости все-таки стоит отдать предпочтение платью без рукавов. Конечно, для свадьбы на Бали, а также для других подобных тропических мест созданы прекрасные облегченные варианты из льна, хлопка или шелка в один слой, которые отвечают не только свадебному стилю бохо, но и европейской классике. После изготовления платья у меня стояло два вопроса. Как довести платье в целости и сохранности, и как подготовить его непосредственно к церемонии. В голове на тот момент бушевали пугающие мысли об утере багажа, об оторванных деталях платья, поэтому окончательным решением было принято вести платье в салоне, в ручной кладе, в мягкой спортивной сумке, чтобы оставаться в пределах габаритов багажа. Мы летели компанией Emirates и попросили бортпроводников отнести платье в шкаф, если такое имеется на борту. Они сразу засветились особым добродушием и отнесли мое платье в Б-класс. Только мое платье. До отлета я начиталась просто ужаснейшие вещи о прачечных, которые возвращают вещи в новых пятнах, в новых дырках. Поэтому, страшно испугавшись, я решила, что это не мой вариант, и купила себе ручной отпариватель. Он справился на ура, и, в принципе, он работает как утюг, поэтому был очень полезен в поездке. Поэтому рекомендую. Последнее, что хочется сказать про платье, это то, что не нужно ограничивать себя в еде по прилету на Бали, так как от жары можно очень сильно похудеть. И платье, которое под вас подгонялось, к примеру, будет висеть, да?
Поэтому наслаждаемся жизнью, но выбираем правильные продукты. Серьги американской компании Endowed Petals, которые сегодня на мне, остались в стороне в день нашей свадьбы, и я их использовала в одной из нашей свадебной love story. Туфли Берлин Мишка, когда они свадебные классики. Им, конечно, здорово досталось, поэтому выбирайте изделия с верхним покрытием более прочным, чем текстиль. Специальная насадка на каблук может, конечно, и спасти каблук, но ничего не спасет переднюю часть туфли. Если вы готовы пожертвовать, как я очень старалась, я делала специальный накат на кожу, чтобы хоть как-то обезопасить от земли, травы, цветов, всего чего там, на что я наступала. Была хоть какая-то возможность их оставить в живых, как память в коробке. Я так себе это представляла. Они действительно сейчас как память в коробке. Вот. Но Лучше эту коробочку не открывать, знаете ли. сменная обувь будет также не лишней. Незаменимый брать лайфхак. Потрясающее изобретение для выпускниц или невест, кому приходится ходить по каким-то странным некаблучным местам. Не подкаблучным, не закаблучным. Кроссовки на танкетке — это наше все. Невесты, выпускницы, все мы знаем, как это здорово. В очередной раз мы убедились, что самое главное — это люди, которые тебя понимают. Умеют слушать, слышать и готовы помочь и быть рядом, когда это нужно. Какой бы масштабной ваша свадьба ни была бы, и сколько бы ни свалилось бы вам на плечи, цените хлопоты и моменты, которые вы можете разделить со своими близкими, и которые способны по-настоящему радоваться с вами вместе за то, чему еще только предстоит случиться. На этом на сегодня все. В следующей части моего бьюти-раздела мы поговорим про мейкап, прически и маникюр. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мой выпуск. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я всегда открыта к обсуждению. Буду отвечать на все ваши вопросы. Улыбнитесь себе, миру, мне. Пусть каждый наш день будет особенно радостным. Пусть мир будет намного более счастливым. Меня зовут Николя. Всем пока!